Дорогие друзья, всем здравствуйте! Меня зовут Резникова Дарья, и я являюсь амбассадором компании Эталон Микс. Сегодня у нас с вами будет демо-показ, на котором я буду демонстрировать отработку на губах на наших новых пигментах. Очень красивый губной сет под названием Fava. К нам пришли очень красивые объемные губки, но при этом у них большое количество гранул Фордеса. Обратите внимание, они достаточно выпуклые, и наша задача их перекрыть. Для того, чтобы легко справиться с такой работой, нам нужно брать в основу пигмент с большим содержанием диоксида титана. Такие пигменты прекрасно справятся как раз-таки с перекрытием. На этих губах у нас достаточно рваный контур, и наша задача собрать красивую правильную форму. Латеральные части мы всегда с вами должны будем собирать по прямой. Арка Купидона я хочу сделать здесь достаточно выраженную, несмотря на то, что она очень смазана. То есть моя задача собрать красивую форму сердечком. Наш сет разработан совместно с Анной Франк и Викторией Ведениной. Сегодня я буду выполнять демо-показ именно на своих оттенках. Мои пигменты называются Lumia, Orbital и Moonwalk. Lumia – это минеральный пигмент, Orbital – это гибридный пигмент, и также у нас есть Moonwalk – это органический пигмент. Ну что, приступаем с вами к отрисовке эскиза. Латеральные части мы всегда должны с вами собирать строго по прямой и отрисовывать, потому что если вы будете намеренно вырисовывать круглые части, у вас получится круглый рот. Красиво и привлекает внимание именно когда у вас правильно собранная форма. Также вы должны обращать обязательно внимание на то, что вы должны работать исключительно в плоскости губы. Наша губа имеет природный валик и рельеф. Представим, что как раз-таки вот это наша плоскость губы, а вот это наш валик. Вы не должны выходить за рельеф. Если вы выйдете, то у вас получится эффект обведенного рта. Вы должны всегда отрисовывать эскиз непосредственно и исключительно только в плоскости. Никогда мы не захватываем в нашем эскизе ни поры, ни волосяные фолликулы. Работаем только по природному рельефу. Также мы не закрашиваем белый валик. Почему? Потому что белый валик, он дает как раз-таки сияние, эффект хайлайтера. Это говорит о чем? О том, что наши губы всегда будут выглядеть молодыми. Наша верхняя и нижняя губа всегда исключительно должны сходиться в одной точке. Не должно быть такого, что верхняя губа преобладает над нижней или наоборот. То есть угол верхней губы и угол нижней губы, они должны быть абсолютно одинаковыми. Наш эскиз практически готов. Я уже здесь зафиналиваю и дорабатываю моменты, которые мне плохо видно. То есть наш эскиз должен быть максимально четким. Ваша линия не должна быть рваной, прерывистой, похожа на заусенцы. То есть у вас должно быть максимально четкой, как будто бы она подрезана лезвием. Обратите внимание на то, что если ваш эскиз немножко ворсится, он не совсем ровный, не идет одной линии, значит вы работаете за природным рельефом губы. То есть ваша линия, как я сказала ранее, должна быть максимально четкой. Для фиксации эскиза мы берем любую мелкодисперсную пудру. Также вы можете использовать обычную детскую присыпку. Самое главное, хорошо зафиксировать и припудрить. Таким образом у вас не размажется при фиксации иголочкой уже ваш эскиз. Губки должны быть закрытыми. И обязательно среднюю часть я сейчас немножко вычищу с помощью водички, чтобы у нас не подсушивалась серединка. За основу я возьму минеральный пигмент Lumia. Я вообще очень люблю в нашей серии минеральные пигменты, потому что они очень хорошо укладываются, дают тот самый красивый, роскошный бархат на губах. Ну и, естественно, они дают очень большие красивые остатки, несмотря на то, что это минерал. Также я добавлю Orbital. Это у нас гибридная серия для большей укрывистости, и он имеет более теплый оттенок по сравнению с Lumia. То есть мы немножко затеплим наш пигмент. Также из органической серии для придания грязнинки я добавлю
прекрасный оттенок Moonwalk. Он такой немножко с фиолетовым подтоном. Посмотрите, какой роскошный оттенок мы намиксовали. Он холодный, при этом в меру, как раз-таки, как любят наши клиенты, самые модные оттенки карандашей. Он и с коричневинкой, и с холодинкой, и с грязнинкой. Вот то самое, зачем к нам приходят клиенты. Посмотрите, вот здесь я еще немножко его растяну и покажу, как он выглядит в оттенке. Очень красиво. Ну что, мы приступаем с вами к фиксации нашего эскиза. В работу я для фиксации эскиза беру иголочку толщиной 0,25. Почему именно такую тонкую? Потому что именно такая тоненькая иголочка дает нам красивую, изящную линию. Самое главное, что она не должна быть ни в коем случае ни жирной, ни рваной, ни прерванной. Ваша задача работать в возвратно-поступательном движении. Запомните, что чем выше скорость на нашем блоке, тем будет тоньше ваша линия. Чем короче будет ваш штрих, тем будет тоньше ваша линия. И чем медленнее вы будете вести рукой, тем больше ударов оставит ваш аппарат. Следовательно, медленная скорость руки, повышенная скорость на блоке и короткий штрих дадут вам тонкую, красивую, изящную линию. И самое главное, вы должны запомнить о том, что не старайтесь сделать ее сразу яркой. Пигменту нужно время проявиться, окислиться. Особенно минеральная серия, она проявляется чуть-чуть подольше, чем основная всегда линейка, поэтому вы должны проверить, если видите наметку на как раз-таки тонкий контур, она немножко полежит, буквально минут 5, пока вы будете дальше фиксировать, и цвет поднимется. Обратите внимание на то, как именно я фиксирую арку Купидона. Большим пальцем я подтягиваю к себе и указательным разворачиваю от себя. Моя задача зафиксировать кожу и насадить ее на иголочку именно так, чтобы у меня было по направлению удобно. То есть я пытаюсь не руку подставить под кожу, а наоборот кожу насаживаю на иголочку. На контуре я всегда практически не дышу, потому что это очень ответственный момент, особенно на арке Купидона. Кстати, я всегда начинаю с нее, потому что арку Купидона легче всего потерять в нашем эскизе, поэтому с самой сложной части я как раз-таки и начинаю. И также мы должны большой палец и мизинчик обязательно зафиксировать в замочек вот таким образом. Кладем на зубки, не стесняемся, подворачиваю и веду. Медленно-медленно. Протянула, вернулась, протянула буквально 1-2 мм. Не нужно никуда спешить. Помните, да, что чем медленнее мы ведем нашим аппаратом, тем больше он успевает ударов совершить. Не погружайтесь глубоко иголочкой, работаем исключительно на кончике. Аккуратно перекладываем наши пальчики, чтобы не смазать наш эскиз. Медленно-медленно. Протянула, вернулась, протянула. Возвращаемся примерно на 50% в предыдущий штрих. Растягиваем кожу вот таким образом, чтобы ничего не смазать. И начинаем проверять. Идеально. У нас есть тонкий волосок. Как раз таки, какой нам нужен. Кстати, у нас здесь прям на нашем контуре присутствуют гранулы Фордеса, что может, конечно, не всегда с первого раза зафиксироваться наш как раз таки эскиз, но я постараюсь это сделать. Перехватываю аккуратно пальчиками, подтягиваю опять таким же образом к себе и указательным раскрываю. Почему именно в таком положении я делаю фиксацию? Чтобы у меня не получилось такого, что одна арка у меня какая-нибудь округлая, а другая прямая. То есть я именно направление создаю правильные, прямые линии. Раскрываю, подставляю мизинчик и насаживаю левой рукой себе на мизинчик кожу. Создаю таким образом валик.
То есть вы видите, я не растягиваю кожу, а наоборот создаю везде упор. Вы должны слышать всегда в работе легкую цепочку. Это значит, что у вас идет фиксация, у вас идет как раз-таки проникновение иголочки в кожу. И вибрация не должна быть сильной. То есть вы не должны проваливаться и погружаться. Иначе ваш контур будет очень яркий, и вы его просто не сможете растянуть. И он приживется потом отдельной полоской. Проверяю. Несмотря на свой огромный опыт в перманенте, я все равно всегда иду и каждый сантиметр за собой проверяю. Потому что кожа у нас может быть абсолютно разной везде по текстуре, по плотности. Где-то у нас могут быть рубцы от герпеса, где-то может быть какой-то рубец там, от удара, от укуса. Даже и когда клиент, допустим, часто увеличивает губы филлером, также у нас могут быть микрорубцы от проколов иголочки. Поэтому всегда за собой ходите и проверяйте обязательно. Не спешите никуда. Обратите внимание на то, как я фиксирую дальнюю от себя латеральную часть. Большим пальчиком, подушечкой я подтягиваю к себе, указательным раскрываю. И самое главное, что при фиксации эскиза и при прокрасе вы никогда не должны обводить губы вокруг. Мы должны отсчитать примерно одну трещинку, 1 миллиметр от нашей комиссуры. То есть чуть-чуть миллиметрик отступаете и дальше идете, чтобы не получилось обведенного клоунского рта. Подтянула латеральную часть к себе, создала небольшой валик и спокойно по прямой иду. Запомните, что ваш аппарат всегда должен идти к вам между грудей. И аккуратно, не спеша, мы фиксируем, продолжаем наш контур. И точно с такой же скоростью, с такой же амплитудой мы фиксируем и нижнюю губу. Мы зафиксировали с вами наш эскиз. Обратите внимание на то, как тоненько выглядит наш контур. То есть он никакой, ни в коем случае не жирный, не рыхлый, как я уже говорила ранее. Он, посмотрите, как будто бы я подрезала слегка лезвием. Дальше мы с вами приступаем к заполнению наших губ. Я уже поменяла иголочку, взяла единицу толщиной 0,30. Почему именно 0,30? Потому что здесь у меня в составе есть и гибридные пигменты, и также органическая серия, которая достаточно легко имплантируется. Если бы я работала чистыми минералами, то я взяла бы иголочку потолще. Почему? Потому что когда у нас опускается игла, она у нас опускается пустой, входит в кожу. И только на обратном ходу у нас медленно-медленно начинает спускаться наш пигмент. Для этого нам нужно сделать достаточно толстый кратер. Здесь, так как у нас гибриды, у нас пигмент в принципе быстро имплантируется, поэтому я справлюсь прекрасно и 30-кой. Наши пигменты достаточно быстро и легко имплантируются. Несмотря на то, что это минералы, обратите внимание на то, какой красивый оттенок у нас получился. Мы на самом деле очень долго работали над этими оттенками, добивались именно таких тонов. Мы хотели получить красивые, холодные, коричневатые оттенки. Большой запрос у нас был именно на создание минеральной палитры, потому что у нас как раз не хватало в компании именно таких составов для губ. Для того, чтобы добиться бархатности на губах, как раз таки дают именно минералы за счет своей тусклой, бархатистой текстуры. Самые красивые рисунки именно на минералах. Но я еще раз повторю, что несмотря на то, что это минералы, у них супер хороший и большой остаток и супер быстрая имплантация. Обратите внимание, я стерла пигмент, и у меня уже есть наметки на как раз таки остаток. Я работаю коротким штрихом. Запомните, что чем короче ваш штрих, тем у вас происходит быстрее имплантация цвета, потому что если вы будете размахивать иглой и совершать большую длинную амплитуду, у вас тогда не будет успевать достаточное количество вставлять аппарат, и поэтому у вас будет больше такой акварельный прокрас. Если все-таки вы хотите быстрой имплантации, маленькой травматизации, чтобы у вас не читались пиксели в рисунке, используйте короткий штрих, ну, примерно от 3 до 5 миллиметров.
Самое главное, не забывайте это возвращаться, да, примерно на 80-90% в предыдущий штрих. И я всегда в работе, конечно, использую работу участками. То есть я выкрасила примерно сантиметр и заправляю пигмент. Заправила, проверила. Я не работаю полностью от и до, я выкрашиваю участками, потому что у нас на губах могут быть, как и на контуре, да, когда при фиксации я вам рассказывала, может быть такое, что где-то у нас следы от герпеса, где-то у нас большое содержание гранул Фордейса, да, как в данном случае. То есть моя задача поплотнее имплантировать пигмент. Кстати, мы создали 3 минерала. У нас есть светлый, такой карамельно-бежевый оттенок, нейтральный и более прохладный. Как раз таки мы сейчас с вами и работаем прохладным оттенком. Не бойтесь, когда вы имплантируете пигмент, что он у нас может в процессе немножко посереть. Также может обильно выделяться лимфа. Это все из-за ссорорастворителей. Также за счет того, что мы работаем минералом, он может немного окисляться в коже. Но в процессе, к концу вашей работы, цвет раскроется и будет очень красивым. Обратите внимание на то, как у нас быстро имплантируется пигмент. То есть я здесь буквально прошла 2 раза, и у меня уже такой большой и красивый остаток. Минеральными пигментами из нашей линейки вы можете работать абсолютно смело, всеми оттенками, потому что они все универсальны и подходят абсолютно каждому клиенту. Дальше вы уже регулируете оттенки с помощью других цветов. То есть для того, чтобы имплантировать быстро пигмент в кожу, мы всегда должны за основу брать базовые оттенки. И таким образом мы еще плюс и попадем всегда в цвет слизистой нашего клиента. И также для того, чтобы получить хорошие остатки на коже, чтобы у вас было процентов 80-90 цвета после заживления, мы опять же используем базовые цвета. Почему? Потому что в них больше содержания диоксида титана. И это говорит о том, что у нас происходит сцепка с кожей. Да? То есть наш диоксид титана, он всегда является как основой в любом губном пигменте. Кстати, для тех, кто не знает, чем ярче наш цвет, тем в нем меньше диоксида. Чем светлее наш цвет, тем в нем его содержание больше. Если вы возьмете, допустим, в чистом виде какой-то яркий оттенок, он у вас заживет не так интенсивно, не так ярко, не так укрывисто, за счет того, что просто в нем мало диоксида и нечему сцепиться с кожей. Ну, там есть какое-то, конечно, небольшое содержание, но если ваш клиент хочет яркий, плотный прокрас, вы в чистом виде ярким оттенком его не получите. Ну и плюс вы не попадете в тон слизистой. То есть всегда мы должны сцеплять базовый цвет непосредственно с ярким. Посмотрите, вот я сейчас еще разочек прошла, и как у нас уже красиво и быстро заполняется. А самое главное, обратите внимание на наш оттенок, какой он просто модный, трендовый и невероятно красивый. При работе на губах не забывайте о том, что вы всегда должны прокрашивать приконтурное пространство, потому что если вы не будете его закрашивать, у вас получится, что контур живет абсолютно отдельной линией. Ну и также, конечно, заживший результат у вас не будет таким собранным. А клиент к нам приходит зачем? Затем, чтобы получить как раз красивую форму, да, которую вы отрисовали, и чтобы все-таки она была собранной. Обратите внимание на то, как у нас хорошо закрашиваются гранулы Фордейса. Несмотря на то, что они у нас здесь объемные, выпуклые, да, потому что гранулы Фордейса бывают разные, бывают плоские, бывают более выпуклые, наш пигмент просто супер быстро имплантирует. И посмотрите, как наш цвет попадает в цвет слизистой, да, то есть как будто бы она с такими красивыми, роскошными губами родилась. Нет, конечно, с красивыми губами родилась, но наш цвет просто дополнил. Мы специально создавали оттенки, потому что именно вот такие красивые цвета, потому что не хватало коричневых оттенков у нас в палитре, и мы очень хотели именно подпачкать для вот этого богатства цвета наши пигменты. Все клиенты приходят и просят: сделайте мне, пожалуйста, цвет пупы 04, сделайте мне популярный цвет карандаша Шарлотты Тилбери.
Мы такие, а почему бы и нет? Хочу еще раз акцентировать на то, как быстро имплантируются наши пигменты. Посмотрите, как выглядит первый проход. То есть вот эта половинка и нижняя губа у меня еще не прокрашены. И какой у нас красивый остаток получился. Кстати, хочу сказать о том, что если вы не так давно работаете с губами, не так давно обучились, вы можете смело покупать наш сет, потому что, во-первых, он быстро имплантируется, он получается у нас очень красивые, мягкие остатки, и при этом достаточно сложно заглубиться, потому что здесь у нас в составе есть и органические пигменты нашей серии, и минеральные. То есть вам не придется разбавлять пигменты, как, например, если с гибридной серией нужно достаточно аккуратно работать, то здесь вы можете смело работать в чистом виде. И также между собой вы можете у нас смешивать и минералы, и органику, и гибридную серию для получения еще более ярких и насыщенных оттенков. Мы закончили работу над верхней губой, и как раз таки о чем я вам до этого говорила, что пигмент в процессе у нас очень сильно может окислиться и похолодеть, и что этого, главное, не нужно бояться. Вот сейчас у меня прям такой, даже немножко отдает слегка серинкой цвет, но за счет того, что у нас здесь действует анестезия, происходит сужение сосудов, плюс окисляется немножко минерал, поэтому получается такая картина. Но я сейчас нанесу на верхнюю губу либо вазелинчик можно нанести, либо можно какое-нибудь масло нанести, которое специально есть у разных брендов для перманента. Также можно нанести, например, трифалан, и у вас немножко размягчится как раз кожа, и цвет раскроется и проявится. Я сейчас намажу и буду пока переходить на нижнюю губу. Мы приступаем к прокрасу нижней губы. Не забывайте о том, что ваш штрих должен быть однородным, как на приконтурном пространстве, также и чуть ближе к слизистой. Обязательно закрашивайте до соединения мокрой и сухой части, чтобы у вас не получилось при зажившем виде эффекта съеденной помады. Штрих у нас точно такой же, короткий, плоский маятник. Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, как же быстро у нас имплантируется пигмент. Если сравнить половинку, где здесь у меня буквально пол прохода, и как отличается оттенок от того, где у нас не прокрашенная кожа, посмотрите, уже у нас практически все готово. Я сейчас еще раз пройду здесь, и у меня уже будет полноценная выполненная работа. Также хочу обратить внимание на то, что я всегда крашу до соединения мокрой и сухой части, да, чтобы у меня цвет уходил в слизистую. Также и здесь, да, видно, что у меня полностью цвет совпадает. И нет какой-то границы четкой, да, между смыканием и непосредственно самой губой. Какие же красивые мы пигменты создали. Я вот крашу и не могу просто перестать любоваться этими оттенками. Вот посмотрите, я при вас сейчас имплантирую. Самое главное прокрашивать штрих к штриху. Прям старайтесь работать плотно, коротким штришочком, скользящим. Немножко тут в зоне смыкания лимфа выделяется, ничего страшного, потому что, опять же повторюсь, что это сорастворители, да, чтобы у нас пигмент и заживал, и имплантировался мягко. У нас здесь не льет кровь, просто слегка выделяется лимфа. И прям видите, когда прокрашиваю слизистую, немножко спускаю губу вниз. Когда иду к приконтурному пространству, я поднимаю и разворачиваю. Раз, протерла, и посмотрите, сколько у меня много пигмента осталось. Обязательно работаем с приконтурным пространством, особенно здесь в чашечке, потому что это место и плохо приживается, как арка Купидона, и чуть сложнее имплантируется, поэтому я отдельно здесь закладываю каркас. Друзья, ну что, наша работа готова. Посмотрите, какой красивый результат у нас получился. Очень бархатистая, нежная и воздушная текстура. Никаких нет читаемых гранул, рваных пикселей. Все очень аккуратно.
И при этом у нас очень плавная, красивая заливка. Цвет у нас раскрылся, как я вам говорила ранее о том, что нужно просто немножко времени подождать. Для этого вы можете спокойно нанести любое масло, либо вазелинчик, и он у вас раскроется. Поэтому я очень довольна нашей работой. Используйте нашу серию и желаю вам красивых бархатных работ.